Всем привет! В сегодняшнем видео я захотела поговорить с вами о том, что чувствуют и что переживают эмигранты, беженцы, переселенцы, те, кто вынужденно покинул сейчас свои дома и пробуют как-то обжиться на новом месте. Я очень хорошо помню себя 8 лет назад. Я сейчас наблюдаю, как тяжело моим родителям, смотрю на то, как проживают это мои знакомые. И мне кажется, что мне есть чем поделиться. Во всяком случае, так мне захотелось поделиться какими-то своими раздумьями на эту тему. И я попыталась немножко упорядочить. Во-первых, даже для себя, чтобы мне было понятнее, что происходило со мной, что происходит сейчас с моими знакомыми. И вот с чего бы я хотела начать. Почему это так больно? Почему? Почему мы так тяжело это переживаем? И я поняла, что, во-первых, потому что у нас в голове есть такой стереотип, который был нам когда-то туда вложен, и мы росли, например, большинство из нас выросло на том, что иммиграция — это в принципе плохо, это в принципе больно, это такая тоска по родине, ностальгия, попытка найти соотечественников своих, собраться в диаспору, найти магазины какие-то из национальных продуктов, щемящая такая тоска за домом, невозможность вернуться. Я помню, знаете, в школе стихи поэтов, которые были в эмиграции. У меня было такое впечатление, что они неудержимо хотят вернуться, но почему-то не могут. И этот конфликт внутренний вот разрывает их изнутри. И я уже понимала тогда, вот для меня всегда эмиграция — это было что-то плохое. Это было связано вот ностальгия, грусть, тоска и вот такая какая-то беспомощность. Потом я вдруг поняла, что это все был чужой опыт. Это был опыт людей, которые так это проживали. И они его как бы сделали таким доступным и сделали таким стереотипом. Но не каждая иммиграция такая. Есть люди, которые уехали и никогда не хотели вернуться. Только нам об этом не рассказывали. Второе, как я для себя так понимаю, почему это так плохо, потому что большинство из нас не выбирали. У меня здесь миллион знакомых, которые приехали обдуманно, запланированно, они рассчитывали там свои финансы, план действий, себе выдумали, как они приедут, где будут жить, как будут работать, чем будут зарабатывать. Все у них было хорошо, и, как правило, они вот приехали, идут этим планом, и им нормально. То есть они готовились к трудностям. Я не готовилась, я вот собрала чемоданчик и побежала. И большинство из тех, кто приехал сейчас, точно так же не было времени на принятие решения, на то, чтобы смириться с этим решением, прожить все вот эти страхи, попланировать себе, успокоиться и уже как бы с принятым решением в бой. Поэтому получается так, что и я, и те, кто переезжал сейчас, то мы пережили так. Нарушение привязанности, наши привычные стратегии жизненные вдруг развалились, они здесь вдруг оказались нерабочими, у нас разорвали социальные контакты, а умения наши вдруг обесценились. Ну и вот это тоже как бы так закинуло нас в такую пучину тревожности, неопределенности, которая нам болит. Третье. Например, меня очень мучила такая агрессия, которую я наблюдала в небольшой степени, абсолютно в небольшой степени, но с обеих сторон. С одной стороны, были, например, у нас такие здесь в Польше, что вон из Польши, но это было очень-очень мало от людей, с которыми я мало общалась. Там в школе Боря один раз с таким столкнулся. С другой стороны, и это в большей степени, я столкнулась с тем, что, например, писали мои подруги, так знаете, с которыми мы общались очень хорошо, но они вдруг после моего переезда стали со мной общаться сквозь зубы. Я чувствовала такую агрессию, такое их осуждение, как будто бы я предательница. И потом я начала читать, что как раз-таки очень часто беженцы, мигранты сталкиваются с таким проявлением агрессии с обоих сторон. То есть я даже вам больше скажу, что я с этим столкнулась, когда переехала из Донецка в Киев, то
Да вы все, наверное, знаете, это абсолютно не секрет. 8 лет назад в других областях Украины, Донецким и Луганским, не хотели сдавать квартиры. Когда началась война, и мы, первая волна переселенцев, поехали, то нам было очень тяжело найти квартиру. Мы лично столкнулись с тем, что мы платили за 2 месяца посуточно за квартиру. Тем, кто переехал тогда в Киевскую область, большинство моих знакомых, представьте себе, приехало в Ирпень и в Бучу, купили квартиры, и когда началась вот эта вот вторая фаза войны, то они дважды потеряли свою жизнь, то есть их жизнь дважды рухнула, и теперь они 3-й раз где-то по всему миру рассыпались, и я понимаю просто, что в их случае это тройной удар, тройной стресс, и это действительно очень-очень больно. Кому знакомо это, пишите в комментариях. Только давайте постараемся не обижать друг друга, не добавлять еще большего стресса, а скорее обменяемся опытом и как-то по-доброму друг к другу отнесемся. Что еще я хотела сказать, что я заметила, что есть 2 уровня определения качества жизни. Первое — это реальный уровень жизни, который как бы соответствует в среднем всей стране. То есть, например, приехав из Украины в Польшу, мой реальный уровень жизни, он улучшился, потому что в Польше уровень жизни в принципе лучше. Лучше продукты, лучше качество услуг, лучше инфраструктура и так далее. Но ощущаемый уровень качества жизни, он, как правило, у эмигрантов, у беженцев в первое время снижается, потому что ощущаемый уровень жизни дома лучше, дома привычнее, дома все работает, все стратегии, все поведенческие механизмы, все контакты. Здесь нет. То есть мы переехали на новое место, и нам как будто бы уровень жизни лучше, но нам как будто бы в нем хуже. И вот на этот ощущаемый уровень жизни, на него влияют очень сильно 3 фактора и 1, самое главное, о котором потом скажу. Первый фактор — это работа. Если у человека есть хорошая работа, у него есть доход, и он финансово чувствует себя безопасно. Поэтому как только эмигрант, беженец начинает работать в новой стране, финансы дают ему ощущение уверенности в себе, ощущение спокойствия, безопасности и так далее. Он может себе больше позволить, он может себе позволить отдых, ему становится в целом легче. Второй момент очень важный. Здоровье как психическое, так и физическое, потому что эти 2 функции взаимосвязаны между собой, то есть физика влияет на психику и обратно. И мы очень часто на самом деле почему-то относимся к себе хуже, чем к автомобилю. То есть автомобиль мы заливаем хорошее топливо, заливаем хорошее масло, обслуживаем его в хорошем сервисе, а к себе относимся как к кобыле, которая должна просто вспахать поле без перерыва, и тогда она молодец. Если мы переживаем такой огромный стресс, нам необходим ресурс физический и ментальный для того, чтобы с ним справляться. И для этого нам нужно втройне заботиться о своем здоровье, не только физическом, но и психическом. Это очень просто на самом деле. Ведь мы каждый день принимаем решение, из чего наш организм будет строить клетки, какую еду мы съедим. Мы съедим кабанос с хлебом или мы съедим яблоко и зеленый салат. Это будут 2 разные тарелки, которые принесут нашему телу либо вред, либо пользу, либо его ослабят и вызовут воспаление, либо его усилят. И мы такие микрорешения принимаем каждый день. Второй момент — это психическое здоровье. Мы все очень переживаем о том, что происходит сейчас в Украине. И мы очень хотим знать, и нам кажется, что если мы будем каждую минуту знать, что происходит, это нас успокоит. На самом деле нет. Это перегрузит нас отрицательными эмоциями, а человеку для того, чтобы функционировать хорошо, необходимо иметь положительные эмоции. И если все плохо, а мы еще сами в себя как бы впускаем эту волну тяжелой для нас информации, то мы как бы сами себя топим. И мне кажется, что точно так же, как мы можем фильтровать ту еду, которую мы едим, усиливая себя, точно так же мы должны фильтровать
объем информации тяжелой для нас, которую мы каждый день потребляем. Я не говорю о том, что вы должны выключиться. Нет, это невозможно. Мы все волнуемся, переживаем. Я говорю о том, что нужно найти баланс. И наряду с тем, чтобы держать руку на пульсе, находить место, где нас что-то порадует, где мы успокоимся, пойти с ребенком в парк, почитать художественную книгу. Это кажется, что это невозможно, потому что у большинства из вас сейчас есть синдром беженца или синдром Холокоста, или его еще называют синдром выжившего, что как будто бы мы не заслуживаем, раз там кто-то сейчас воюет, страдает, то здесь мы, как мы можем читать книги и смотреть фильмы и веселиться? Да нет, наша задача в каждом моменте выжить. И нет абсолютно ничего страшного. Большинство беженцев, кто приехал сейчас в разные страны, это женщины с детьми. А ребенок, он абсолютно точно отражает состояние взрослого, который находится рядом. И наша задача была, например, у меня тоже был такой мотив. У меня был мотив спасти ребенка. Я очень хорошо понимаю тех женщин, которые часами шли по холоду через границу с детьми, с маленькими чемоданами, и вы не можете испытывать чувство вины. Потому что ваша задача заботиться о своих детях, о своем потомстве, сделать их психику здоровой. Поэтому вам нужно сначала маску одеть на себя, как в самолете, то есть сначала позаботиться о своей здоровой психике. Это правда очень важно. Если хотите, мы будем продолжать об этом говорить. Третий фактор, который очень сильно влияет на ощущаемый уровень жизни, это уровень знания языка. Потому что знание языка дает нам ощущение безопасности, возможность решить вопросы, возможность наладить связи. А как раз-таки социальные контакты — это тот четвертый супер просто фактор, который всегда помогает нам выбраться из любой ситуации. Это те люди, которые нас окружают. И это всегда наша суперсила. Если мы умеем простроить отношения, хорошие отношения с местным населением, то они всегда протянут руку помощи. Поляки сейчас и так на самом деле очень много делают. Я просто зная, что делают мои знакомые, видя, как все это здесь организовано, это на самом деле такая помощь, которую трудно было себе даже представить. И я все время думаю о том, интересно, а вот как изменилась их жизнь, когда приехало сюда такое количество украинцев? Потому что я 8 лет назад, когда приехала, здесь днем с огнем тяжело было найти человека, который говорит по-русски, по-украински, по-белорусски. То есть как-то, чтобы можно было его понять. А сейчас их стало очень много. И действительно, ну вот, Вальдек, как ваша жизнь изменилась с появлением нас? Могу по-русски? Да. Это будет мой первый разговор по-русски на Ютубе. А я люблю, когда Вальдек говорит. Первое, что я хочу сказать, это то, что я очень рад, что вы тут с нами. Это очень редкая ситуация, когда один народ может помогать второму народоwi. И я рад, что мы можем помогать, мы Polacy. Słuchajcie, ja bym chciał, żeby wy tu czувствовали się хорошо. I wam надо знать, что, по-первых, Polaki nie odliczają waszych języków. Wy możecie говорить по-украински, русски, белорусски. Dla Polaków to все равно. Вам надо это знать. Ты помнишь, Елена, как мы были в Германии, в Италии, и мы спрашивали, знаете... Мы спросили официанта, как он думает, откуда мы. А нас было 4 человека, 3 поляков и я. И мы все между собой говорили по-польски и достаточно так долго. И официантка сказала, что вы из России.
Так, это очень нормально. Так, это нормально. Как для немца, итальянца все языки, польский, словацкий, чешский, украинский, российский, это все равно. Так, для поляка белорусский, русский, украинский, это все равно. Вам надо знать. Kiedy my widzimy maszynę, to prosta. Tam U, A, R, U, вы знаете. Как мы только слышим... Тяжело отличить поляку по языку, из какой страны человек приехал. Второе. Я прошу, вам надо быть громко тише. Да. Громко тише? Очень, трошка. Немного тише. Немного тише. Немного тише. Потому что вы очень громко разговариваете в местах... Где поляки так громко не разговаривают. Да. В трамвае. Например, 2 дня назад я ехал, было 10-15 людей, все читали, посмотрели в окно. Да. Одна молодая женщина говорит по-русски через коммурку, видео. Без наушников. Без наушников. Очень громко. Мы слышали ее и телефон. Очень, то есть мы слышали весь разговор? Веселый разговор. Это неплохо. Але почему мы должны слышать это? Сауна. Второе место. Мы очень часто ходим на сауну. Вы знаете, все сидят, отдыхают, релакс, жарко. Не надо разогревать в сауну. Я прошу. Просто там есть таблица, просимо тише, а русскоговорящие, украиноговорящие не могут ее прочитать. Потому что я прошу, чтобы вы знали. Вы посмотрите, как поляки заховываются. Ведут себя. И посмотрите и подумайте об этом. Знаете, поляки делают очень много для вас, чтобы вы чувствовали себя в Польше хорошо. Перефразирую. Поляки хотят, чтобы вы чувствовали себя здесь хорошо. Да. Я думаю, что вам нужно делать все, чтобы полякам с вами было тут в Польше очень хорошо. То есть надо быть гостем, которого хочется оставить, правильно? Так. Это будет нам счастливо вместе в Польше. Да. Спасибо. Дякую. Мне всегда казалось, что чем быстрее я налажу контакт с поляками, подружусь, найду себе друзей среди поляков, начну с ними общаться, тем легче мне станет здесь адаптироваться. И потом я прочитала в какой-то книге, что мы — это среднее 5-7 людей в нашем самом близком окружении. И тогда, знаете, я вдруг поняла, что классы интеграционные детям скорее вредят. И я тогда сама отошла тоже от диаспоры, потому что, знаете, меня как будто бы осенило, что я, общаясь постоянно с людьми, пережившими такую же травму, я не выздоровлю, потому что мне не на кого опереться. Возле меня нету кейса человека, который твердо стоит на ногах. Вот, нету такого костыля, который, знаете, я там, мне плохо, где-то там слабый день, а вот рядом кто-то, кто выдерживает, да, и тогда я поняла, что лучше всего общаться с теми, кто этого не пережил. И тогда
как бы я стала искать контакты с поляками. И я скажу так, что тогда мне стало быстрее, как бы я стала выздоравливать. Мне стало все лучше, все увереннее стала себя чувствовать, все веселее становилось, все больше сил, энергии. Конечно же, я не перестала общаться, у меня есть знакомые еще из прежней жизни, так скажем. Но если, быть может, это вам не понравится, но поверьте мне, если вы хотите выздороветь быстрее, вам нужно общаться с поляками как можно чаще и отдавать детей в польские школы, в польские классы. Процесс просто двинется просто сильнее. И что еще я вам должна сказать? Мы не можем контролировать глобальные ситуации. И в таких ситуациях мы не знаем, что будет завтра, нам тревожно, но мы точно можем контролировать сегодня и завтра. И психологи советуют, например, делать план и четко ему следовать. Делать такую рутину, которая, вы знаете, например, что вот я утром пойду бегать, а еще раньше я выпью воду с лимоном, потом я пойду на работу, потом я пойду домой пешком. Я точно знаю, что в моей жизни есть искусственно созданная, но стабильность. И я желаю вам на первых порах хотя бы попробуйте, создайте себе такую рутину, которая поможет вам изо дня в день чувствовать, что вы контролируете ситуацию. Общего мы не контролируем, но вот эти маленькие шаги, которые мы осуществляем каждый божий день, контролируем мы. Ну и помните, что у кого есть зачем, тот выдержит любое как. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео со своим другом, которому оно может быть полезно. Ну и до скорых встреч!